18 сентября 2025 года президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган выступил с обращением к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которое вызвало широкий резонанс не только в Турции, но и во всем регионе. Его речь была насыщена прямыми посланиями, обращенными как к внутренней аудитории, так и к внешнему миру, и содержала исторические и символические элементы, через которые он укреплял позицию Анкары в качестве одного из ключевых центров влияния на Ближнем Востоке. По словам Эрдогана, теперь кто-то выходит и якобы критикует нас, пытается преподать нам урок истории. Но ведь мы на тех землях, откуда их предки прибыли всего 2-3 поколения назад, и мы веками властвовали, устанавливали порядок для всего мира, были инструментом справедливости. Куда бы ни поднимался наш флаг, всюду мы приносили спокойствие и стабильность. Я всегда говорю, мы на этой земле не гости и не захватчики. Мы — хозяева этой земли. Мы здесь уже 1000 лет. Иншаллах, мы будем оставаться здесь до скончания времен, подытожил Эрдоган. По мнению экспертов, эти слова отражают стратегический дискурс, в котором Турция под руководством Эрдогана стремится закрепить образ исторического наследника Османской империи. Фраза «мы – хозяева этой земли» апеллирует к османскому прошлому, когда Анкара контролировала обширные территории на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье. Используя эту риторику, Эрдоган показывает, что Турция воспринимает свое присутствие как естественное и законное, а критику извне – как временное давление, которое, по его словам, обречено на провал. Далее турецкий президент подчеркнул, враждебные внешние силы не смогут достичь своих целей. С Божьей помощью у нас есть сила и дальновидность предотвратить любые попытки давления. Он сделал акцент на национальном единстве, добавив, как 86 миллионов человек мы вновь преодолеем любые внешние вызовы, твердо опираясь на наше братство, единство и согласие. Мы будем говорить языком терпимости и взаимопонимания, но при этом не допустим, чтобы нашу землю и нашу нацию пытались ослабить. Турция обязательно достигнет цели – стать страной, безопасной и стабильной. Аналитики отмечают, что подобная риторика выполняет сразу несколько задач. Внутри страны она укрепляет патриотические настроения и сплачивает население вокруг образа лидера, который демонстрирует готовность противостоять внешним вызовам. Для внешней аудитории это сигнал. Турция рассматривает себя как постоянный и легитимный фактор региональной политики, с которым придется считаться даже тем, кто сегодня пытается ограничить ее влияние. Важным продолжением этой линии является дипломатическая активность Анкары в палестинском вопросе. На этом фоне состоялся визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Турцию. По данным турецких СМИ, в рамках визита прошли официальная встреча, переговоры и совместный ужин с Эрдоганом. В условиях обострения палестино-израильского конфликта этот визит подчеркивает стремление Турции выступать союзником палестинцев и возможным посредником, способным укреплять их позицию на международной арене. Тем временем напряженность вокруг Кипра продолжает расти. Республика Кипр, активно сотрудничая с Израилем, получает новые партии вооружений, включая современные системы ПВО Барак-МХ. Анкара воспринимает эти поставки как фактор, который может повлиять на баланс сил и интересы Турции в Средиземном море. В Минобороны Турции, по информации турецких СМИ, отметили: «Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что продолжающееся вооружение греческой части Кипра и ее действия, которые могут повлиять на стабильность острова, требуют внимательного подхода». В политическом поле Турции, по словам аналитиков, звучат идеи о превентивных действиях и возможном контроле над островом. В экспертных обсуждениях упоминаются варианты, при которых действия Израиля вместе с Никосией могут потребовать от Анкары жесткой реакции. Параллельно на сирийском направлении появляются новые контуры возможного урегулирования. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем по соглашению о безопасности близки к результату. Основная цель – обеспечение уважения воздушного пространства и территориальной целостности Сирии. Аш-Шараа подчеркнул, такое соглашение – необходимость, однако отметил, что полноценного мира и нормализации пока не предвидится.
Если соглашение будет достигнуто, это станет важным шагом, показывающим, что даже в условиях напряженной ситуации стороны способны находить компромиссы по узким, но важным вопросам. В то же время Израиль сталкивается с новыми вызовами, которые влияют на ощущение безопасности внутри страны. В Эйлате беспилотник «Камикадзе», предположительно запущенный хуситами из Йемена, поразил территорию около отеля, вызвав небольшой пожар. Жертв не оказалось, но инцидент показывает, что южные рубежи остаются уязвимыми. Дополнительно вызвало тревогу нападение на КПП на границе с Иорданией, где, по информации местных источников, погибли 2 человека. На юге Израиля, в Газе, продолжаются операции. Министр обороны Исраэль Кац заявил: если Хамас не освободит заложников и не прекратит вооруженную деятельность, ситуация в Газе может быть серьезной. Уже сообщается об уничтожении 25 объектов боевиков, а жители вынуждены покидать северные районы и уходить на юг. Отдельного внимания заслуживает технологический фактор. Экс-премьер Нафтали Беннет представил первую в мире лазерную систему перехвата, которая, по его словам, способна уничтожать ракеты и беспилотники с высокой скоростью, и при этом стоит всего $2 за перехват. Это полностью изменит военную экономику. В будущем планируется размещение системы в космосе для перехвата баллистических ракет, заявил Беннет. Это демонстрирует технологический прогресс Израиля и показывает готовность страны к опережающим мерам в сфере безопасности и технологий. Таким образом, заявление Эрдогана от 18 сентября 2025 года, по данным турецких и международных СМИ, неразрывно связаны с более широкой региональной картиной. Турция, апеллируя к историческому наследию и роли хозяина земли, заявляет о готовности противостоять внешнему давлению и претендует на роль одного из главных центров силы в регионе. Израиль в ответ укрепляет союз с Кипром, усиливает оборону и делает ставку на технологическое превосходство. Сирия пытается добиться минимальных гарантий безопасности, а палестинский фактор остается ключевым инструментом турецкой дипломатии. В итоге складывается сложная мозаика, где риторика, военные действия, дипломатия и технологические инновации тесно переплетены. Малейший инцидент может привести к обострению ситуации, но при этом сохраняется возможность ограниченных договоренностей. Регион находится в состоянии нестабильного равновесия, где каждое заявление и каждое событие способны изменить расстановку сил. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал RegNews, чтобы быть в курсе самых важных и актуальных новостей, а также получать качественную военно-политическую аналитику и эксклюзивную информацию из первых рук.